青儿，你终于来了。青儿，你终于来了。哼，昨晚还叫人家小依依，现在转头遇到你初恋又叫人家青儿。好呀你，就知道你忘不了他。你们都是我最爱的人。还有没有其他女人了？说。真没了，就你们俩。我已经和他说了我们情况。才几天未见，怎么感觉Яо Лао оказался тем еще романтиком, хотя сам он никогда бы этого не признал. Все знают о его давних чувствах к Сюань И, но мало кто задумывается, что и фея Цин когда-то была глубоко привязана к нему. Здравствуйте, верховная старейшина. Получается, что этот, казалось бы, строгий и сосредоточенный на алхимии человек умудрялся оставлять после себя глубокий след сразу в нескольких женских сердцах. Его жизнь превращалась не только в путь мастера, но и в путь человека, который однажды выбрал дело вместо чувств и заплатил за этот выбор потерянными отношениями. История с феей Цин особенно запоминается тем, что между ними в молодости существовала довольно короткая, но очень теплая связь. Она не была оформлена в полноценный роман, но в ее взгляде и манере говорить с Яо Лао чувствовалось скрытое тепло, которое она так и не смогла до конца отпустить. Когда судьба спустя годы снова свела их, в их встрече сразу ощущалась напряженность, не враждебная, а та самая, которая рождается между людьми, у которых когда-то могло быть гораздо больше, чем просто знакомство. Их короткие взгляды, немного неловкие слова, тихая гордость феи Цин. Все это выдает в ней то, что она не забыла прошлое, даже если сама притворяется, что ничего не было. Ее история добавляет совсем другой оттенок к образу Яо Лао, человеку, который умел оставлять след в сердце тех, кто встречался с ним на пути. Фея Цин является одним из двух великих старейшин цветочной фракции, второй является фея Хуа. Однако в серии, кажется, нам показали лишь одну из них. Фея Цин производит впечатление утонченной женщины, ее сдержанная властность внушает уважение, делая ее неприступной. Все члены цветочной фракции, включая главу Юнь-Юнь, ведут себя в ее присутствии с величайшим почтением. Несмотря на личную связь с Яо Лао, она ставит интересы секты на первое место и принимает взвешенные решения в ее делах, демонстрируя чувство ответственности хранительницы фракции. Фея Цин впервые упоминается, когда Сяо Янь приходит в цветочную секту, чтобы помочь Юнь-Юнь в качестве партнера. После того, как Сяо Янь упоминает имя учителя Яо Ченя, фея Цин и фея Хуа соглашаются на его условия поединка между Юнь-Юнь и Ним против Яо Хуа Лянцзюня и Хуа Цзинь. После того, как Сяо Янь побеждает их обоих, Юнь-Юнь становится лидером секты. Как только Сяо Янь продвигается к уровню святого Доу Шен и по совету Цай Линь решает сформировать союз для борьбы с залом душ, он отправляет посланцев в цветочную фракцию, чтобы они стали частью альянса. Именно фея Цин приняла окончательное решение присоединиться к альянсу. После того, как она соглашается присоединиться, они направляются в павильон падающей звезды, чтобы сформировать альянс небесного особняка. Но в аниме Яо Лао лично отправился в цветочную фракцию и встретился с давней подругой феей Цин. Она занимает важное место. Это не просто женщина с невероятной силой, так как ее сила на высоком уровне мнимого святого, прямо как у Яо Лао, но это еще и персонаж, который волнует сердца многих фанатов. В ее истории переплетаются мощь, чувства и союзники, и сегодня стоит подробно поговорить об этой подруге Яо Лао. На данный момент ее сила достигла высокой или продвинутой стадии полусвятого, так что ее можно назвать главным лицом цветочной фракции, но ее отношения с Яо Ченем куда интереснее. Что касается отношений с Яо Ченем, упоминается, что она была влюблена в него еще в юности, но так и не было сказано, отвечал ли он ей взаимностью. Фея Хуа и фея Цин. Они очень близки, как сестры, и у них был один и тот же учитель. Фея Цин даже поссорилась со своим учителем из-за своих чувств к Яо Ченю. В молодости фея Цин была влюблена в Яо Лао. Яо Лао тогда был полностью погружен в свои цели – алхимика, обучение учеников, стремление стать лучшим на континенте.
Он считал романтику пустой тратой времени и вообще этим не интересовался. Сюань-И была другой. Ее связь с Яо-Лао выглядела более прямой. Это были чувства, которые оборвались не потому, что исчезли, а потому, что Яо-Лао тогда выбрал путь учителя и мастера. Он был поглощен учениками, исследованиями, стремлением стать лучшим алхимиком на континенте. И именно это заставило их расстаться. Любовь не исчезла, просто уступила дорогу его упорству и одержимости ремеслом. В итоге он потерял женщину, которая могла бы стать рядом с ним опорой, а она потеряла человека, в которого верила. Эти отношения не менее напряженные, чем с Феей Цин, но куда более трагичные, потому что их разрушили не ошибки, а выбор. Почему они расстались тогда? Будучи когда-то первой красавицей цветочной фракции, да и сейчас, кстати, она не промах, Фея Цин в молодости испытывала чувства к Яо Ченю. Ради того, чтобы быть рядом с ним, она даже осмеливалась идти против уставов секты и спорить с собственной наставницей. Однако Яо Чень опасался, что увлечение чувствами помешает ему уделять внимание своему ученика Хань Фэну, поэтому жестко оборвал все нити между ними. Из-за этого Фея Цин долгое время горевала. Когда-то по той же причине Яо Чень отказал и Сюань-И. Получается, Хан Фэнь действительно умер не зря. Ради него Яо Чень упустил сразу двух непревзойденных красавиц. Придя в себя после тяжелого периода, Фея Цин полностью ушла в культивацию. Обладая силой среднего уровня мнимого святого, она вместе с Феей Хуа сражалась против старого монстра Тяньмина много в прошлом. Их секты издавна враждуют, но из-за огромной разницы в уровне, даже действуя вдвоем, они могли лишь сдерживать его. Интересно, что обе эти линии, и с Феей Цин, и с Сюань-И, проявляются сильнее всего тогда, когда Яо-Лао возвращается в мир событий, а судьба вынуждает его искать союзников против Зала Душ. Его приход в цветочную фракцию за поддержкой делает старую историю вдруг снова живой. Фея Цин ворчит, что его характер все такой же, но в ее словах слышится не раздражение, а забота, которую она сама старается скрыть. Она принимает участие в союзе не только как лидер и сильнейшая опора своей секты, но и как человек, который когда-то был готов пойти рядом с ним, если бы он позволил ей быть ближе. Понятно, почему при встрече Яо Чень не заметил вспыхнувшей в ее глазах радости и лишь спокойно озвучил цель своего визита. Из-за этого Фея Цин мысленно обругала его за бесчувственность и, словно в знак обиды, сказала, что ей нужно 3 дня на раздумье. Но в итоге, ради него, все же согласилась присоединиться к союзу. И на церемонии заключения союза выдвинула Яо Ченя на должность лидера альянса. А встреча Феи Цин и Сюань-И – это уже почти скрытое соперничество. Между ними проходит едва заметная волна ревности, не открытая, а тихая, внутренняя. Это как две судьбы, которые могли бы сложиться рядом с одним человеком, но по-разному разошлись, теперь случайно пересекаются. Их взаимодействие создает атмосферу скрытого напряжения, словно сцены из любовного треугольника, где никто не говорит вслух, но все понимают, что за этим стоит история длиной в годы. И именно через эти отношения раскрывается характер Яо-Лао. Он не просто наставник Сяо Яня, но человек, который однажды выбрал путь силы и обязанностей, и этот выбор оставил след в его личной жизни. И женщины вокруг него, Фея Цин и Сюань-И, сами по себе стали отражением того, что он мог бы иметь, если бы позволил себе быть не только мастером, но и человеком, умеющим любить. Но вернемся к делу. Учитывая вопрос Альянса, чтобы противостоять общему врагу Залу Душ, Фея Цин не полагалась на прошлые чувства. В первую очередь она беспокоилась о своих людях. И в будущем она. Одна из 2 самых могущественных старейшин цветочной фракции достигла класса однозвездного святого Доу Шен и приняла участие в финальной битве против клана Хунь, помогая Альянсу Небесного Обители стать новым повелителем континента. После этого она осталась в цветочной фракции, а ее личные чувства и последующие действия больше никогда не упоминались. Итак, если подытожить.
В аниме «Расколотая битва» и «Синева» романтические связи Яо Лао не менее сложны, чем у Сяо Яня. Ведь в молодости Яо Лао был весьма красив и невероятно талантлив, но его выбор определил всю его судьбу. Он сознательно поставил долг алхимика и наставника выше собственных чувств, и именно поэтому потерял сразу двух женщин, которые искренне были к нему привязаны. Фея Цин и Сюань И пережили боль, но стали сильнее, каждая выбрав свой путь. А сам Яо Чень продолжил идти дорогой, где личное всегда уступало месту ответственности. Годы спустя, встретив фею Цин вновь, он уже не мог вернуть прошлое. Между ними остались лишь уважение и легкая тень былых эмоций. И тут возникает вопрос: хотели бы вы, чтобы Яо Лао все-таки сблизился с кем-то? Например, вновь нашел общий путь с феей Цин, или, может быть, вновь развил отношения с Сюань И? Напишите в комментариях. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.